Привет, друзья! Моей маме исполнилось 90 лет. И я уверена, что каждому зрителю будет интересно послушать и узнать то, что помнит она. А помнит она такие вещи, которые каждому из нас вряд ли даже в страшном сне могут присниться. Поэтому слушайте живого свидетеля. Он вышел и сказал: я покажу, где находятся партизаны. Ну как? Самогон. Надежда, как же я тебя люблю. Этого ни соседи, ни немцы, никто не должен был знать. Самое ценное, что может подарить белорус белорусу. И в итоге, пусть меня Бог простит, за постель. А на завтра педсоветы меня исключают. А я пользуюсь интернетом, там много интересных советов. У меня там было в волосах записочка. Здесь земля силы тебе дает. Да. А как до 90 лет дожить? Как до 90 лет быть добрым, честным человеком, не на коленях стоять и молиться в церкви, а проявлять открытость к душе человека. От природы, Юлечка, ничего не скроешь ни от этого неба, ни от этого кусточка. Все это живое существо. И ты должна искренне никого не обманывать. Можешь хорошее, делай, протягивай руку и помогай человеку. Плохо никогда не делай. И живи, и радуйся. Не только до 90, а и до 100 лет. Ну что, поздравляйте, что вы стоите? Так поздравляем. Живи еще столько же. И радуйся, да. На тебе армянский коньячок. Не заглядывай, Юля, а то она конфискуешь. 7 лет. Арахтан. Арахтан. Самый дорогой. Армянский. Самый дорогой. Ой, какая красота. Вот это хорошенькая у тебя какая. Юр, где ты покупал-то? А я даже не знаю, мам, откуда? Ты мне подарила. Я приехала к тебе и залезла в шкаф. Я говорю: Юля, а это что такое? Мне так нравится. А ты говоришь: забирай. А, да? Да. Это, наверное, из Индонезии. Давно я этой кофточки? Ну, давно она у меня. Лет 10. А что же не носил-то такую красоту? 41 год и по 43-й истребление было белорусов. Возглавлял Власов, предатель, генерал. Я не знаю, что впоследствии с ним сделали, с этим генералом, не знаю. Но он истребил Белоруссию, осталась 3-я часть. И помогал Белоруссии. Это единственный человек, которого на сегодня нет, это Машеров. Потому что нас накрыли сразу, объявили войну, а на 3-й день у нас шли уже фашисты по деревне и на мотоцикле ехали. Спрашивают: еврейка или цыганка? Да я черная была. Да. Правда? Вот такая, да и кудрявая еще. Ну ладно, я думаю, вы блондин. Да. Цыганка. Цыганка, значит, пусть идет на печку. А если евреи, Юда, они не евреи говорили, а говорили Юда. Они вели и расстреливали. Надежда Петровна, от всей души вас с днем рождения. Деревню возьмете, на вагу. Да, это на все лето мне. Да. Спасибо большое. И вот вам на все лето тоже. Это что-то уже, наверное. С карманами, как вы любите. А игры-то какие были? Не компьютеры, а совхоз-колхоз. У тебя колхоз, а у меня совхоз. У тебя вот такой урожай, у меня такой. Это вот подростки между собой такой. И с песочком. Вдруг я захотела пить воды. Побежала, а уже разрушенный дом был. Пока я искала это ведро, пока я воды, слышу мотоцикл. А потом слышу взрыв. А потом выхожу, 2 девочки, которые со мной играли. Одна погибла, а вторая без ноги осталась. На минное поле. Но были предатели. Вот кто им же кто-то сказал, где эта заминированная местность.
Это дорога, которая вела в лес партизанов. А еще помню, все кучкуются такие подростки. И я туда. Я такая девушка была шустрая. Они говорят, а мы собрались идти посмотреть, где земля дышит. Дышит земля. Мы шли 5 километров. Деревня называется Горваль. Вот диаметром так вот, как вот этот участок, песок желтый и земля. А мы лежали все с кустов на животах, чтобы посмотреть. Идти нельзя, потому что подходить нельзя. Немцы, кто подойдет, то будет не только он расстрелян, а будет уничтожен. Это все делал Власов. То есть это не немцы делали, мам? Нет, Юля, это было еврейское поселение. Там была фабрика, выпускали носочки, чулочки. Они умная национальность. Они обеспечивали нас вот этим вот, этой продукцией. Их заставили самих выкопать этот котлован, стать вокруг. Власовцы. Они расстреливали, вот я свидетель, расстреливали, падали раненые, живые и мертвые. Ну, а кому там сказали, их как бы прикрыли, и земля вот так. А что мы, подростки? Мне было 8 лет, что я могла сделать? Я сегодня статус получила новый, Валера сказал, вы теперь получили... Вы в другом статусе, вы долгожитель. Ой, Ну попробуем, как пахнет. Барола, а сейчас понюхаешь, как пахнет. Понюхай сначала. Покрути, вот так вот. Теперь понюхай. Теперь глоточек сделай. Маленький, подержи во рту. Ну как? Самогон. Самогон. Ну и что? Ничего мы не понимаем в благородных винах. Всю деревню Власов наш генерал выстраивал вот так вот. Вот наша деревня была больше, чем 100 домов. А остались в деревне, это ниже 10 лет. Дети и старики. И он выставил вот так вот всех. Было несколько на нас направлено пулеметов. Цвет пулеметов я до сих пор помню. Такой вот травы, зеленоватые пулеметы. Расстреливать стариков. Это шел этот Власов воевать против детей и стариков. Когда поставлены были на расстрел вся деревня, женщина подходит к одному, высокий такой, женщина обращается с ребеночком маленьким на руках, мокрый, и говорит, панок голубок. Вот, мне 7 лет эти запомнили, панок голубок. Мне надо, разрешите, я перепеленаю. Он выстреливает ребенку в голову, она тут падает, как сходит с ума и бежит в Днепр, утонула. Не выдержала это. У нас 2 мельницы были в деревне. Один мельник выходит вперед, у него семья стояла там. Жена его старая и дети. Или внуки. Дети нет, дети были у партизанов, я думаю. Потому что партизанское движение настолько было развито, что оно наполовину армии помогло. Он вышел и сказал, я покажу, где находятся партизаны. Отпустите людей. Людей отпустили, а мы возвышенность и Днепро внизу, в лодке и в лес. Немцы боялись леса, потому что не знают, кто стоит за деревом. А этого мельника растерзали, он же не сказал, где партизаны. Вот он один погиб за все село. Самое ценное, что может подарить белорус белорусу. Что, картошка, что ли? Картошка. Картошка? А у нас тоже тут картошка. У меня другая картошка. Интересная. Пирожное, что ли? Ну, Пирожное.
Ой, это шоколад, наверное. Ну, Юля сказала, можно чуть-чуть. Шоколадная. Шоколадная, а внутри как картошка. Да, смотрится как картошка. А это подставочка такая. Ну, мы ее подставим, Юля. Спасибо. С днем рождения. Спасибо. Мельник – это чей отец был? Это моей мамы. А пчеловод – это папа, да? Да, это дедушка один и тот же. Пчеловод, И мельник. мельник, рыбак и водник. Это все папа твоей мамы. Это папа моей мамы. Насти. Это дедушка, да, Соня. который вырастил больше 40 сирот. Дедушка мне рассказал уже, что я была связная у Машерова, когда я училась. У меня хорошие волосы были. Меня всегда бабушка, тетя причесывали. Что-то причесывают и говорят, вот бутылочка молока, и вот за 7 километров ты должна занести это молоко той бабушке. И я шла. Один раз немцы остановили, вернули обратно, сказали нельзя. А второй раз дали мне конфет. У них были вот такие вот кругленькие штучки, мармелад. И сказали, идите. Брат, конечно, плакал, был. А я, ну, если дедушка сказал мне идти, значит, надо идти. И я только узнала, когда я была студенткой, почему, какое молоко и кому я носила. Меня здесь причесывали и в той деревне причесывали. У меня там была в волосах записочка. Знали партизаны расшифровку, конечно, эту. Я-то не видела этого ничего. Куда, когда за питанием. Им-то питаться в лесу надо было чем-то. А дедушка был мельник. А я еще думаю, чего бабушка моя каждый день печет 12 буханок хлеба. Вот запах этот, ну, не нравилось мне, и все. А тут привезли меня с больницы, измученную, 40 лет я ее принесла. И мне подруга сказала, как хочешь, Надежда, ты рожать больше не будешь, но я замученная была, конечно. Ты выпей стопку. А я такая слабенькая, замученная, выпила, уснула. Мне так было хорошо. И вот по сей день больше я выпью или меньше я выпью, я утром себе очень хорошо чувствую. Вот. Вот когда выпью, может, не так. Понимаете? Но утром я себя прекрасно чувствую. Ну, тут у меня был один случай. Было высокое давление, и я 3-ю таблетку взяла под язык, а потом 2 глотка сделала коньяка, и у меня давление раз, и упало до 0. Расскажи про немца, который тебя спасал, лечил. Да. Начались у нас заболевания, кроме малярии. Холера. Тиф. Хуже. Брюшной тиф. Это самое тяжелое заболевание. Да ты что? Это весь все внутри. Воспалено все. И меня выявилось это заболевание, как бы тетя обратилась, видимо, к немцу, и он установил диагноз и сказал, никто не должен в деревне знать. Это было единственное заболевание, но я ее подхватила где-то в болоте или у колодца, или от воды. Он сказал, поселите ее в сарайку, чтобы никто не знал. И вот кормушка, коровы, кормушка, Где сено, вот так уголок. Где сено, мам, да? Да, туда сено. Мне это было 8-9 год где-то. Меня завернули в шубу такую, ну такие были шубы натуральные, положили. Овчину. Овчины. И он ходил 3 раза в день и делал мне уколы. Этого ни соседи, ни немцы, никто не должен был знать. И я этого не помнила, не знала. Сунули меня там, и я лежала этих. А на 12-й день приходят они
и слышу разговор, ну я уже в себя пришла. Он говорит, если она сегодня откроет глаза, значит, она будет жить. У него уже было припасено кругленькая свечечка, хлеб черный, какой у нас сейчас в Бородинске продается, вот такой вот. И вот такое вот длинненькое, где кружочками конфетки. Ну вот он ей это говорит, а я говорю, я пить хочу. И он подходит, берет, я худенький, ну, во-первых, 2 недели лежал, болела, и до этого-то война, да без мамы, да кто там был там, Господи, в этих 8 лет на руки. И говорит, а вот это тебе зайчик дал. Гостинца так принято было, немец. Меня взял на руки, вытащил с этой кормушки, отдал тете, сказал, посадите на печку. Ничего не бойтесь, она никого уже как бы, ну, мне это инкубация, все это прошло, это заражение. Он меня вылечил. И никому не говорите. И я всегда думала, вот как так? Немецкий этот фельдшер или врач, русскую девочку, белорусскую, которую истребляют, а вот он меня выходил. Он, наверное, любил мою тетю, я думаю. Вот поэтому я говорю, немцы были разные. Люди разговаривали спокойно, шепотом. Все говорили между собой, тихонько говорили и складывали сумочки. Это мне впечатлилось. Ну, собирали своих сыновей, мужей. А вот когда кончилась война, и не вернулись с фронта. Как кричала вся деревня. Мам, а если тебя кто-то обидел, что делать? Оставаться человеком при любых обстоятельствах. Поздравляют, не поздравляют, как себя ведут. Главное, чтобы ты был человеком. Вот я их всех люблю. Я вообще всех людей люблю. Если обманывают, это не я дурочка. Этим людям не надо доверять, кто обманывает. Жизнь интересная, яркая, сложная и тяжелейшая. На мою долю выпала финская, которая отняла маму. Отечественная японская забрала папу. А нам надо было расти. Но государство так, как к нам, к детям хорошо относилось, ну, настолько была разрушена Белоруссия, что техникума негде было найти. И я вынуждена была поехать в Гродно, Западная Белоруссия. Там половину фашистов. Нас вычисляли комсомольцев, у нас стреляли, нас защищали, а мы учились, приобретали профессию. Это 49-й, 50-й, 51-й, 52-й год. Ну, нам паспорта не выдавали, не разрешали, мне разрешили уехать учиться. Надо колхоз поднимать было. Каждый куст смородины был обложен налогом. Мы должны ягоды собрать, отдать. От каждой курочки сколько литров мы носили в пункт, сдавали. Это было не государственное преступление. Это было поднятие сельского хозяйства и кормить город. Когда я училась уже в Западной Белоруссии, городу Гродно, стирала белье, потому что, ну, кроме стипендии, которую кто получал стипендию, кто не получал, учились, все было в одном месте. Я не могла вот получить эту стипендию и использовать. Я должна была думать, кто не получает,
И тех надо кормить. Всем надо. А почему И- не получали? Ну, потому что были тройки. А, то есть стипендию получали, кто хорошо учился. Да, 4-5. И где-то не дотянул. А тогда было вот, ну, вот присутствовало такое, что вот честность, понимаешь? Ну, вот так-то. Ну, вот не дотянул и не дотянул. Преподаватель, он не мог скрывать это. Вот, ну, было так. Вот сейчас можно за деньги, за слово, за взгляд, за улыбку. И в итоге, пусть меня Бог простит, за постель. Тогда такого не было. Это была действительно прозрачная, яркая, счастливая жизнь, честная жизнь. Делаю огурчики и это самое обязательно с хреном. Хрен, лист смородины, лист вишни, чеснок. Хрустящие будут. Горький перец будут хрустящие, да. Так, как рекомендуют. А кто рекомендует, мам? А я пользуюсь интернетом, там много интересных советов бывалых бабушек. Так у тебя же свой рецепт. Ну да, у меня, можно сказать, свой. А в чем секрет твоих огурцов, мам? Что делается все с любовью. От души. Был там сын военного. Я боялась так его. Он любил обниматься с кем-то, а тогда же вот в те годы, если пригласил тебя мальчик в кино, то за руки не брались. А поцелую вообще это исключалось. Это первый мальчик, который меня пригласил на прогулку. И как, значит, в Гродно река протекает Неман. И там мосты сходятся и расходятся. Но они расходятся в 12 ночи. И он мне пообещал показать эту красоту. Я-то не знала этого ничего. А он на год раньше техникум нас закончил и учился уже в Минске. Вот. Ну, приглянулась я ему. Он меня пригласил. А у нас как бы на проходной в техникум стояли эти, ну, я не знаю, как сейчас охранники отказали. Все. Или вызываем эту службу уже, ну, как бы пропускать нельзя. Но он сын военного был, но он что-то с ними поговорил, меня пропустили. А на завтра педсоветы меня исключают. Я пришла после 11. И этот мальчик пришел и сказал, я ей показывал, как разводятся мосты. Ну, он был там отличником и такой авторитет, что передо мной классно даже извинилась и сказала, Надя, иди. А этот завхоз в техникуме говорит, ты поедешь вот к себе в село и возьми такую справку, если кто-то остался. Да, был человек с этого партизанского движения. Я к нему подошла, а он меня пристыдил и сказал, Надя, боролись все. Я свою дочь разрешил родить в 12 лет, что, ну, было истребление. Белорусов осталось 30%. Мама, а что тебе из полезного подарили? Телевизор за 100 тысяч. Там такой экран, как в колхозном клубе. С Алисой вместе. Там не надо включать. Алиса служит службы, сказала, я вежливым людям всегда согласна служить. А Юлю назвала грубиянкой. Она на расстоянии, видите ли, включи. Она говорит, ты что это так ко мне обращается? Таких, как твой отец, я не встречала в жизни.
чтобы он не принял не только моих детей, он принял всех моих родственников. Это тяжелые времена были. А мне говорил, когда я ему отказала первый раз в предложении, он второй раз сделал мне предложение, тогда же не то, чтобы я говорю, я не в разводе, я не могу развестись, я не знаю, а почему ты не можешь развестись? А я не знаю, что я не могла разорвать. Вот невидимое что-то. Вот невидимое что-то. Ну, разорвалась, получилась Юля. Дважды мне в жизни сказал, что он меня любит. Дважды. Не тогда, когда делал предложение. Один раз, когда Юлю принесли с роддома, налили мне стопку коньяка, он меня так шел, и Юлечка такая длинная, вот такая была, худенькая, длинненькая такая. И сказал, как же я тебя люблю. Не тогда, когда делал предложение, а тогда, когда Юлю Как же я тебя... И второй раз, ты помнишь, когда Петро привез сирот, насобирал и оставил мне на первую четверть в деревне. Это попросила женщина, которая работала у нас в школе поваром, знала меня как учителя-воспитателя и знала, что я могу людям помогать. Ее парализовало. Она попросила кого-то найти сына моего, навязать ему. Он привез в Псковскую область этих детей. Ну, я тогда только отошла от власти, и еще были люди, которым я могла позвонить и сказать, чтобы этих детей на первую четверть оставили. Они даже забыли про хлеб. Ну, такой период был тяжелый. Когда я посадила этих детей всех за стол, ну, это не раз же было, а 4 раза, допустим, в день. А он один раз подошел сзади, так меня обнял и говорит, сзади, говорит, Надежда, как же я тебя люблю. Ты всем тарелку поставила, включая меня, а себе нет. Тебе, как мне, уже не хватило. Я всегда, что лучшее было, это замечается уже в Псковской области, когда я всегда ему получше, что есть, поесть. И он никогда не доедал до конца, всегда говорит, а это я оставил тебе. Но, к сожалению, вот такого яркого человека, который оставил след в моей душе, это руководитель партизанского движения маршеров, таких мало. Мало. Если не всю Белоруссию, то пол Белоруссии точно сохранил вот этим вот искренностью своему, что он вместе сидел с этими партизанами и тот же супчик ел. Ну что достанется, что в лес доставит? Кусочек хлеба. Да, кусочек хлеба. Там ничего. Почему я ценю, люблю и ем? У меня за основу питания это хлеб. Мама, какое питание в 90 лет? Что вот предпочтительнее? 10-й стол. Юля, это когда попала в больницу, вот это самое, так там так ни одной жиринки суп. Это учила уже твоя бабушка, что я запомнила, она говорит... Юлия Харитоновна? Да, она сказала, что если хочешь как бы побольше прожить, утром встала, лекарство выпила, чай, там, кофе или что, стаканчик, да? В 11 часов что хочешь, ну, что у тебя есть, в 4 часа и все. После 4 уже только или водички, или кефирчику. 2 раза в день питание. Самое интересное, что я в комнате хожу твердо, чувствую себя как молодая. Выхожу в огород, еду в город, все, у меня все силы, как будто вот я в городе, и от меня кто-то что-то все потихоньку А отнимает. здесь земля силы тебе дает. Да.
Вот такая вот жизнь. Но я одно заключение хочу сказать. Честность, порядочность и доброта. Можно получить 2-3 высших образования. И проходит, и затеряется. Доброта никогда никуда не исчезнет. Ну, понимаете, что я хочу сказать? Что не старайтесь в человеке выковыривать что-то плохое. В каждого человека что-то можно найти положительное, хорошее. Вот главное остаться человеком. Таким, каким есть. Вот можно от меня отнять, хоть руки отрубить. Но мое доброе имя и то, что я протягиваю руку, никогда никто не заберет. Никогда. Вот люблю людей, люблю зверей. Все люблю. Если что-то не получалось, так это потому, что я виновата, я не смогла.